Друзья, здравствуйте! И я бы хотел представить вам следующую серию видеоуроков по 3GS, в которой я покажу вам, как можно сделать загрузку GLB сжатой 3D модели на сцену 3GS, а также применить к ней определенные материалы, далее ее заанимировать в зависимости от скролла и сделать довольно-таки крутые эффекты. Для того, чтобы начать, как обычно, я начну сначала и установлю Webpack Starter, 3GS Webpack Starter. Его вы можете найти на GitHub. Для того, чтобы установить его, нужно просто скопировать вот этот кодик, ссылочку, и вставите в ваш терминал с командой git clone и вставить эту ссылочку в нужной папке. После того, как вы вставили ее, необходимо зайти в эту папку, что я забыл сделать, и далее установить все нод модули. Еще раз попробую это сделать, и теперь у меня получится. Пока нод модули ставятся, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что уже есть у меня видео предыдущее по тому, как можно выгрузить GLB модель из блендера, адаптивную для 3GS сцены. Если вы его еще не смотрели, то посмотрите обязательно, потому что оно очень полезное. Модули наконец-то установились, и теперь я продолжу показывать вам, каким образом можно импортировать любой 3D объект в формате GLB сжатом на 3D сцену. Для этого я запускаю VS Code и выполняю команду yarndev. При первой же этой команде открывается окно браузера, потому что так в настройках 3GS Webpack Starter указано. Вот, как вы видите, этот бублик стандартный, который показывается. Вот я вам показываю, какой вид имеет шлем. В принципе, он такой же будет и на 3GS сцене. Я пока остановлю сервер, потому что хочу поменять в бандле команду, чтобы каждый раз, когда я запускал yarndev, не открывался браузер. Закомментирую эту строчку open true. И теперь каждый раз он не будет открываться. Нужно будет просто один раз, допустим, ввести localhost 8080, и вы попадете на нужную страницу. Потому что бывает необходимо перезагружать сервер довольно часто, допустим, раз в полчаса, раз в час, чтобы он не зависал и не сжирал много памяти. Вот, и теперь я приступлю уже непосредственно к импорту GLB файла. Пока я уберу здесь некоторые стандартные вещи, которые на данный момент вообще не нужны. Ну и чуть-чуть там подредактирую код. У меня уже есть готовый код, поэтому я его просто скопирую, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время. Возьму его из уже готового проекта. Не в этой папке.
проект уже готовый, и я сейчас просто скопирую отсюда код, нужный для нашей с вами сцены. Как видите, вот эти два импорта, они необходимы для того, чтобы именно подгрузить GLB модель в сжатом формате. Если вы смотрели предыдущее видео, то понимаете, о чем я. Я раскомментирую Orbit Controls для того, чтобы мы с вами могли управлять данной моделью. То есть крутить ее с разных сторон, чтобы понять, насколько она хорошо легла на сцену 3GS. Здесь у меня есть некоторый объект, в котором хранятся ссылочки на все файлы, которые я подключаю в данном проекте, но, естественно, все эти файлы мне не будут нужны, просто я сковерну, чтобы все было быстрее немножко. Немного рефакторинга. Это стандартная модель, которая присутствует здесь, которая создается непосредственно в 3GS. Она нам не нужна будет. Ее можно будет удалить в дальнейшем. И сейчас я просто задам другое имя, потому что изначально я называл это Models, но потом там и HDR-карта, и некоторые картиночки оказались, и теперь я немножко переименую ее. Создам папку Models, в которой буду хранить все те модели, которые будут на сцене. Обычно это, может быть одна, может быть несколько моделей, но бывает так, что вам приходится принимать правки от заказчика, например, и новая переделанная модель уже тоже должна находиться в какой-то папке. И желательно, чтобы она была в папке Models, чтобы вы потом не запутались. То есть Static, Models, и здесь уже будут непосредственно те модели, которые вы будете добавлять на сцену, либо те модели, которые вам придется менять на сцене. То есть сначала там, допустим, одна, потом заказчик вас попросил ее отредактировать, уже другая. Сохранять их желательно все, потому что потом он скажет: вы знаете, а вот первый вариант мне был самый оптимальный, поэтому верните его, пожалуйста. Вот, поэтому не забывайте сохранять все, что вы делаете. Для этого, кстати, в VS Code есть штучка такая, называется Git. Если вы можете видеть сейчас слева вверху, она подсвечивает, что там уже произошли изменения. Можно туда зайти, нажать стрелочку, такую галочку, и сделать коммит, чтобы вы потом могли в случае чего откатиться. Вот сейчас я добавлю уже непосредственно код, который отвечает за загрузку именно GLB файла на 3GS сцену, сжатого, опять же, я напоминаю. Копирую я код аж до сюда. И здесь его просто вставляю. Немножко поиграть нужно тут со скобочками этими. Все, в принципе, теперь это готовый код, который уже может загружать модель. Единственное, что нужно указать путь, где она лежит. Единственное, конечно, отмечу, что необходимо вам убедиться в том, что вообще ваша модель, допустим, которую вы уже импортируете, она работоспособная, она не весит там 15 мегабайт. Здесь небольшая ошибочка, потому что я забыл убрать стандартную вещь, сферу, которую я убрал выше по коду. Вот, как видите, как бы GLB эта модель, она импортируется в 3GS, но вот в таком виде. Здесь получается 4 объекта. Их имена можно редактировать в блендере для того, чтобы вы в дальнейшем могли более легко ими манипулировать. Но об этом я покажу уже в следующем видеоуроке. На всякий случай я открою еще раз
эту же модель, которая сейчас уже лежит на 3GS сцене, для того, чтобы убедиться, что в ней нет никаких лишних артефактов, потому что у меня такое было, что получается, мне прислали модель, визуально в ней вот также не было видно никаких других объектов, справа на панели их тоже не было, но когда я сохранил в GLB формате, а потом импортировал в Blender снова, то справа оказалось достаточно много разных объектов, которые, видимо, были ранее в какой-то из моделей, которые были импортированы кем-то на эту сцену. То есть, по сути, там были мусорные объекты. Я сейчас применяю материал сюда. По сути, там были мусорные объекты, которые только занимали место и никак не отображались на сцене. Здесь, когда я применял материал к стеклу, немного зацепил заднюю стеночку, и поэтому сейчас я это исправил. Вот, как видите, я вам говорил ранее, что сейчас, допустим, вот у меня я придумал себе правку и сохранил старую модель обязательно, и теперь по этому же пути я сохраню новую модель с прежним именем. И, как видите, здесь я убираю вот такие вот штучки, анимации и compression здесь обязательно не забывайте. Я ставлю на 4, потому что файл получается оптимального размера, и он не сильно будет нагружать процессор во время того, как он будет разархивироваться в браузере. Сейчас на сцене, по идее, уже должна быть эта моделька, но единственное, что когда вы импортируете ее на 3GS сцену, то она может быть либо очень маленького размера, либо гигантского размера. И поэтому необходимо этот момент учитывать и пробовать играть с камерой, для чего я и раскомментировал Orbit Controls. Потому что, как видите, сейчас, по идее, она должна быть, но ее не видно, из-за того, что она очень огромная. Сейчас я отдаляю камеру, и, как видите, модель начинает отображаться, но из-за того, что, во-первых, здесь слабый свет, а во-вторых, модель очень гигантская, ее нужно просто уменьшить в размере. И поэтому сейчас я попробую ее уменьшить с такими вот параметрами 0,4 по всем осям X, Y и Z. Как видите, это слишком большое все равно получается она слишком большая получается модель. Я попробую сделать 0,1 размер и дальше 0,01. То есть самый минимальный параметр, в принципе, который, адекватный. Сейчас она очень маленькая, попробую установить 0,5. 5 сотых. Здесь по умолчанию на этой сцене свет почему-то выставлен 0,1, и я поставил единичку, чтобы этот свет хорошо освещал модель. И как видите, она достаточно хорошо импортировалась. Единственное, что, конечно же, сейчас у нее вид, так скажем, стандартный, материалы к ней фактически не применены никакие, кроме как черное стекло и белый фактически шлем серый. Дальше я вам покажу, каким образом можно применить карту окружения, карту отзеркаливания, может быть, будет в этой сцене. Я еще до конца не продумал, как я дальше буду делать, но уже есть некоторые мысли. И много-много других разных офигенных штук, которые вы в дальнейшем сможете использовать на своих проектах. На этом все. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. Счастливо!